А перед просмотром данного выпуска всем рекомендую подписаться на кулинарный канал моего знакомого Гованеса, который называется Гамов Готов. Видео по 15 минут на армянском языке, которые рассказывают, как приготовить те или иные блюда. Некоторые из видео про армянскую кухню, что вдвойне интересней. Например, когда я смотрел эти видео, я не слышал про некоторые из этих блюд, поэтому все переходите на его канал, ссылку я оставлю в описании. Кстати, он живет в городе Гюмри. Надеюсь, когда я туда поеду и буду снимать видео про их город, он мне поможет в этом. Сегодня я расскажу вам об одной церкви. Если вы уже были в Армении, вы, наверное, знаете, что церквей у нас довольно-таки много. Когда я только задумывался снимать туристические видео, я не хотел много рассказывать про церкви. Думал, что про них информации и так достаточно в интернете. Однако не сделать видео про церковь Святой Богородицы я просто не мог. Почему? Потому что данная церковь находится в деревне Арени, по пути в монастырь Хор-Вираб, спа-город Джермук и монастырь Татев с канатной дорогой. Это одни из самых популярных туристических направлений в Армении. Вы можете себе представить, сколько туристов едут в эти места. Однако вы не увидите церкви Святой Богородицы ни в одном туристическом маршруте. Это место забыто туристами. Здесь-то и не все гиды были. Однако все его знают, так как оно очень хорошо видно с главной дороги. И туристы в автобусе часто интересуются, что это за место. Сегодня я покажу вам его, и, возможно, когда-нибудь сюда приедете и вы. На первый взгляд может показаться, что это обычная церковь. Была построена в XIV веке князьями Арбелянами, и недалеко раньше находился княжеский дворец. Сведений, к сожалению, осталось мало. Неожиданности начинаются снаружи, но для этого нужно быть внимательным, так как рядом с церковью на надгробиях можно обнаружить уникальную резьбу, изображения священников и князей, которые были там похоронены, а также хачкары. Вы только представьте себе всю сложность такой работы в те времена. Мастера могли трудиться над одним хачкаром больше года, без права на ошибку. На западном входе церкви, над входом, есть интересный барельеф Божьей Матери с младенцем, с орнаментами. Обратите внимание, что она сидит по-восточному, на ковре. Есть предположение, что это некая хитрость, и сделано это умышленно. В случае нападения монголов на церковь, они бы узнали родные мотивы и не тронули бы ее. Также документально известно имя архитектора церкви – Момик. С ним связано множество легенд. Также он считается одним из выдающихся армянских миниатюристов и архитекторов Средневековья. Но о нем я расскажу подробнее в следующих выпусках. Церковь, сделанная из песчаника, имеет богатый барельеф снаружи, который я вам уже показывал. Однако, возможно, раньше их было больше. Церковь восстановили в 1997 году, и, вероятно, не все сохранилось. Внутри она очень проста. Там нет ни фресок, ни богатых икон. Здесь не проводят служб, но за ней следят. Видно, что местные жители ее часто посещают. Мне очень понравилась эта церковь, так как в ней ты чувствуешь себя очень умиротворенно. Вокруг тебя не бегают толпы туристов, и ты можешь по-настоящему прикоснуться к древности. Найти это место не так уж сложно. Практически из любой точки в деревне Арени она будет видна. Также не забудьте попробовать вино, так как эта деревня – винный центр Армении. Но об этом также в следующий раз. Надеюсь, вас так же, как и меня, поразило это место. Ну и не забываем подписываться на мой канал. Зачем мне это нужно, спросите вы? Да потому что скоро-то выходит много новых интересных видео. Материал уже отснят, видео ждут своего часа. Также не забываем ставить лайки и делиться своим мнением в комментариях. До новых встреч!